Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами разберем 5 самых частых ошибок руководителей. Это будут ошибки как начинающих сотрудников, которым доверили коллектив, так и руководителей, которые руководят уже достаточно долго, то есть имеют некоторый стаж. Итак, давайте начинать. Первая очень частая ошибка, которую приходится наблюдать, это отсутствие навыков делегирования. Назовем мы с вами ее «все сам». Как правило, эти руководители сами по себе перфекционисты. Они стараются делать все хорошо, стараются делать все максимально лучшим образом, в срок. То есть им очень важно качество их работы. Именно поэтому они стараются все самое важное забрать себе и делать самостоятельно. Но что по итогу мы получаем? Что когда растет объем работы, то они уже не справляются. При этом их сотрудники постоянно чувствуют, что им не доверяют, что самую важную работу им поручить нельзя. Это во-первых. Во-вторых, они просто отвыкают чувствовать себя ответственными за коллективный результат. И по итогу руководитель, который делает все сам, постоянно зашивается в огромном объеме работ, при том, что его сотрудники достаточно в таком свободном темпе делают очень простые операции, при этом же они этим недовольны, при этом они чувствуют, что им не доверяют. Вторая ошибка – это страх быть плохим. Назовем это условно «я хороший». Что это за ошибка? Она возникает часто у тех людей, которых повысили достаточно неожиданно. То есть у них не было такой большой цели идти по карьерной лестнице, их повысили за хорошую работу, дали им руководящую позицию, но при этом они еще морально не готовы. И они постоянно боятся испортить отношения с тем или иным сотрудником, боятся сделать замечание, боятся поправить его в работе, боятся себя проявить каким-то таким негативным, строгим образом. Очень часто они поддерживают семейную атмосферу. Для них каждый сотрудник – это как их родственник, друг, брат и очень близкий человек. И, конечно же, как правило, такая стратегия, она неприменима. И этот стиль работы быстро превращается в либеральный стиль или попустительский, и руководитель теряет вообще всякий контроль. И в конце концов он вообще боится сделать кому-либо замечание, боится сказать слово уж своим подчиненным. То есть данный стиль работы очень быстро перестает быть эффективным. Поэтому, друзья мои, как только вас повышают, нужно понимать, что одна из компетенций руководителя – это умение принимать непопулярные решения. То есть те, которые некоторым вашим сотрудникам могут не понравиться. Да, это часть вашей работы отныне и навсегда. Следующая ошибка – это несдержанность. Эта ошибка, она строго противоположна второй, которую мы с вами обсудили. Если здесь я боюсь что-то сказать своим сотрудникам, то здесь как раз я общаюсь крайне неуважительно. То есть руководитель по каждой малейшей ошибке все свое раздражение, негодование сразу выплескивает на сотрудника. И при этом это может быть и из хороших побуждений. То есть я так волнуюсь за работу, что меня возмущают все ошибки, которые я где-то вижу и замечаю у своих сотрудников, так и просто от невоспитанности и непрофессиональности. И, естественно, в любом случае, какой бы ни был мотив, несдержанное грубое поведение никогда нормой не являются. И очень быстро сотрудники, опять же, теряют мотивацию, и воздействие такого руководителя становится малоэффективно. Кстати, об этом я уже снимала видео, можете его также посмотреть. Четвертая ошибка – это непоследовательность. Непоследовательность, то есть руководитель постоянно говорит одно, а действует иначе или не действует никак. Ну, например, сами можете такие примеры вспомнить. Руководитель в который раз обещает за выполнение плана премию, выходной отпуск. Когда подходит срок, вы получаете ничего. Или руководитель грозится чем-то страшным, и когда сотрудник ничего не делает, ничего не выполняет, то происходит опять же ничего. Соответственно, руководитель не держит свое слово, он не может выполнить свои обязательства, ни позитивные, ни негативные. И, конечно же, очень быстро сотрудники понимают, что, в общем-то, никакого авторитета у данного человека нет, никакого веса его слова не имеют. И последняя ошибка, пятая, это недостаток позитивной мотивации. Что это за ошибка? Смотрите, какая у нас происходит ситуация в наших компаниях.
Вот работает у нас человек, работает, и он делает хорошо свою работу, то мы это воспринимаем молча. Ну, тебя же этим и наняли, чтобы ты хорошо работал, и никак это поведение не комментируем. При этом при малейшей ошибке, при малейшем каком-то неправильном поведении мы ему даем замечания, некоторые претензии и корректируем его работу. Соответственно, что мы получаем лет так через 5? Что человека периодически критикуют, ругают, ну, потому что у всех есть в работе ошибки, это нормально, но при этом его мало хвалят. Хотя, возможно, руководитель вообще-то им доволен. Вообще-то руководитель думает, что да, хороший сотрудник, но зачем об этом говорить? Это же и так понятно. И вот возникает отсюда профессиональное выгорание, ощущение, что меня не ценят, что я тут никому не нужен, что я не значим в этой компании. Поэтому хочу вам напомнить, дорогие руководители, очень важно поощрять сотрудников. Если есть возможность, это может быть материальное поощрение, но даже если в вашей компании сейчас нет возможности раздавать премии, помните, что ваше слово, ваша благодарность, ваши похвалы также имеют очень большое значение для ваших сотрудников. Друзья, мы с вами разобрали 5 основных ошибок руководителей. Надеюсь, для вас это видео было полезным, и в вашей работе никогда этих ошибок не будет. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Ну а если видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.